Биткоин – это законный финансовый инструмент, который позволяет получать доходы вне зависимости с традиционными активами. Я считаю, что это инструмент, в который стоит инвестировать, когда вы боитесь девальвации валюты или политической нестабильности. Если США не смогут контролировать свой долг, если дефициты будут продолжать расти, Америка рискует потерять свою позицию мировой резервной валюты в пользу цифровых активов, таких как биткоин. Это прямые цитаты Ларри Финка, гендиректора самого большого фонда в мире BlackRock, который управляет капиталом в 11,5 триллионов долларов. А это, на секундочку, треть всего ВВП США. Послушайте внимательно, за последние 5 лет покупательная способность доллара упала на 25%, а госдолг США вырос на ошеломляющие 13 триллионов долларов. И да, кто из нас может сказать, что Ларри Финк ошибается? BlackRock не просто рассуждает, они действуют. В июне 2023 года BlackRock подала заявку на запуск спота в ETF, который был одобрен в январе прошлого года. И что мы видим? Всего за 1,5 года BlackRock скупили биткоин на колоссальные 87 миллиардов долларов и сейчас контролируют 3,5% от общего предложения. Но это только начало. Казалось, что ETF перевернул игру, но на самом деле мы находимся на промежуточной стадии глобальной гонки за биткоин, которая длится уже более 5 лет. В эту гонку включаются не только фонды, но и мировые корпорации, правительства, влиятельные личности и даже компания семьи самого президента США, которая сейчас занимает 5-е место среди публичных холдеров биткоина. Представьте себе, не так давно сенатор Синтия Ламис предложила законопроект, по которому США будут покупать 200 тысяч биткоинов в год в течение 5 лет. Этот шаг поможет создать резерв, который покроет до 35% госдолга к 49 году, если цена биткоина будет расти хотя бы на 25% в год. Это звучит как начало новой финансовой эры, где биткоин не просто актив, а цифровое золото, которое нельзя напечатать как обычные доллары. Прогнозы Ларри Финка 700 тысяч долларов за монету – это уже не фантастика. Это реальность, в которой биткоин играет ключевую роль. Смотрите, сейчас мы находимся в активной фазе булрана, и игнорировать покупку биткоина – это большая ошибка. Точно так же, как это сделали те, кто упустил последний шанс на дне 2022 года. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли инвестировать в биткоин, то после просмотра этого видео ваше мнение изменится кардинально. Сегодня мы раскроем, что на самом деле происходит за кулисами криптогонки и почему самые влиятельные личности, такие как Илон Маск, Дональд Трамп, Майкл Сейлор, Кэти Вуд и Ларри Финк, считают, что фиат уходит в прошлое. Мы поговорим о том, почему глобальная финансовая система устарела и может ли биткоин стать решением глобальных экономических проблем. Будет очень интересно, поэтому 100% досмотрите до конца. Сразу поставьте видео лайк, чтобы после 1000 лайков мы сняли эксклюзивный ролик, где расскажем вам всю правду о рынке альтов и о том, как же на них можно зарабатывать. А также пишите ваше мнение, во что сейчас стоит инвестировать деньги, кроме биткоина. 10 долларов за комментарий под прошлым видео получает этот зритель. А если вы желаете также, то пишите комментарии. И если вы будете подписаны на наш телеграм, то сверху получите еще 10 долларов. Ну а теперь, друзья, без лишних слов, вы на канале Coin22. Меня зовут Влад. Мы начинаем. Чтобы понять, как далеко зайдет гонка за биткоином и ответить на вопрос, почему вы должны владеть хотя бы минимальным количеством биткоина, нам нужно разобрать проблемы в текущей финансовой системе, которую удачно решает криптовалюта. Но перед этим проверьте подписку на наш телеграм, потому что там мы выложили анализ доминирования биткоина, описали его влияние на альты и указали, какие именно монеты выиграют от падения доминирования. Ну и конечно же вся самая важная информация и новости по крипторынку без лишнего спама есть именно у нас в телеграм, поэтому если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Главное цель, по которой сейчас идет активная гонка за биткоином, это экономические проблемы и устаревшая финансовая система. Во-первых, обратите внимание на девальвацию доллара. За всю историю доллар потерял более 95% своей покупательской способности. Также с начала этого года индекс доллара упал на 10%, и учитывая обратную корреляцию с биткоином, это положительно отразилось на его цене. По факту именно то, что вы сейчас видите у себя на экране, и является неопровержимым доказательством того, что сейчас нужно холдить биткоин. Это прокомментировал Ларри Финк, и он сказал: США десятилетиями получали выгоду от того, что доллар служит мировой резервной валютой, но нет гарантий, что это продлится вечно. Если США не возьмут под контроль свой госдолг, если дефицит продолжит расти, Америка рискует упустить эту позицию цифровым активам, таким как биткоин. С такой риторикой согласны многие. Сейлор уже который год критикует фиат и продолжает скупать биткоин, за счет чего остается самым крупным холдером биткоина в мире. Илон Маск также недавно написал, что фиат безнадежен, в то время как Трамп на днях заявил, что финансовая система устарела на десятилетия, а криптовалюта ее исправит. Конечно, это в его же интересах, ведь только с начала этого года семья Трампа заработала $3 миллиарда на крипте. Но если более детально углубиться в цифры, что мы имеем на сегодняшний день? За последний год институциональные игроки буквально захватили крипторынок. Сейчас около 11% всего объема биткоина контролируют крупнейшие компании, ETF и даже государства. На сегодняшний день такие гиганты как Strategy и MetaPlanet накопили более 890 тысяч биткоинов. Это 4,2% от общего предложения. И конечно же это только верхушка. Помимо них ETF контролируют уже почти 1,5 миллиона биткоинов. Это 7%
10% от общего предложения. Если соединить все корпоративные активы и ETF, эта цифра возрастет до 2,3 миллиона биткоинов, или 11% от общего предложения. Но и это еще не все. Не только компании, но и государства также начинают участвовать в этой биткоин-гонке. Уже сейчас правительство имеет примерно 542 тысячи биткоинов в рамках таких инициатив, как стратегический биткоин-резерв. И если сложить все эти резервы, то получается почти 3 миллиона биткоинов в руках фондов, а также правительств. Это уже более 10% от всего предложения. Но вот интересный момент. С учетом потерянных монет, эффективное предложение биткоина составляет около 16,4 миллиона биткоинов. Следовательно, вопрос, контролируют ли институциональные инвесторы биткоин полностью? На данный момент нет, но растущее влияние, особенно на фоне укрепляющейся корреляции с традиционными рынками, заставляет задуматься. Биткоин становится более чувствительным к политике центральных банков, а также доходности облигаций и волатильности акций. Но что самое главное, он остается децентрализованным. Соответственно, все эти данные подтверждают максимальный интерес к биткоину. Еще в прошлом году известный инвестор Энтони Помплиано заявил, что глобальная гонка за биткоином уже началась, и он приводил пример с госдолгом, что если бы США вложили 850 миллиардов долларов, это рост госдолга за 3 месяца в биткоин, это бы покрыло от 50 до 100 миллиардов долларов. Хотя, учитывая рост биткоина за последний год, то правительство США заработало бы гораздо больше. Также к этой гонке подключается семья Трампа во главе с его сыном Эриком. Не так давно на конференции Консенсус 2025 в Торонто он презентовал свой новый проект American Bitcoin и уже заявил, что собирается его превратить в настоящего лидера индустрии. В мире, где интерес к биткоину растет с каждым днем, Эрик Трамп заметил, что все от государственных фондов до крупных конгломератов буквально соревнуются за биткоин. Он сказал: куда бы я ни пошел, все, что я слышу, это биткоин. Но вот в чем фишка. Эрик Трамп не собирается просто покупать биткоин по бешеным ценам, как это делают многие компании, включая Селлера. Нет, он идет дальше. Он собирается с ними конкурировать, но не просто закупая биткоин, а добывая его эффективнее. Его цель — майнить биткоин по цене, которая в разы ниже рыночной. И по его же словам, он хочет добывать один биткоин за 37 тысяч долларов. Эрик Трамп говорит, что это будет гонка по двум направлениям – накопление и производство. И он уверен, что его проект American Bitcoin возглавит второе направление, сочетая мощную инфраструктуру с эффективными операциями. Он целится в первое место в мировом секторе майнинга. Звучит амбициозно, правда? Эрик Трамп не просто смотрит на биткоин как на актив. Он хочет быть тем, кто определяет, как именно будет развиваться эта индустрия. Это еще один аргумент в копилочку, чтобы продолжать покупать биткоин. Корпоративное внедрение биткоина набирает невероятные обороты, и все больше публичных компаний по всему миру начинают переходить от традиционных наличных денег к цифровым активам. Это не просто тренд, а настоящая финансовая революция, которая полностью меняет картину об этой отрасли. На рынке биткоина мы видим, как растет институциональная поддержка, и он превращается в важный стратегический актив. И не забываем про стратегию. Компания, которая как прежде остается лидером в корпоративном принятии биткоина. Недавно они объявили о выкупе 5 миллионов акций серии А компании Селлера для привлечения капитала и дальнейших покупок биткоина. Их цель — укрепить свою стратегию накопления биткоина на долгосрочную перспективу. Все это подкрепляется реальными рыночными сигналами. На прошлой неделе чистые покупки биткоина публичными компаниями достигли 953 миллиона долларов, причем стратегия взяла на себя более 700 миллионов долларов. При этом заметен рост числа поисковых запросов купить биткоин в Google Trends. Это говорит о том, что интерес к биткоину не только не угас, но и возрождается среди розничных, а также крупных инвесторов. Эти и многие другие фундаментальные данные мы всегда учитываем перед тем, как помогаем участникам нашей подписки Coin22 Pro формировать сбалансированные спотовые портфели, индивидуально под ваш депозит. А поскольку сейчас рынок находится в бычьем цикле, это лучшее время, чтобы накопить самые перспективные монеты перед их активным ростом. А чтобы не упускать краткосрочные колебания рынка, вы сможете торговать по ежедневным рекомендациям от наших аналитиков, как, например, мы это недавно сделали на падении цены токена SUI, ведь самые оптимальные точки входа были предоставлены заранее. Такие вещи, как обучение на практике, поддержка и сопровождение уже включены, поэтому чтобы у вас всегда была четкая стратегия для трейдинга и накопления на споте, напишите нам по ссылке в описании. Как вы заметили, главным покупателем биткоина выступает именно Америка. Из-за этого есть много обсуждений, что таким образом правительство хочет закрыть свой растущий госдолг, за счет чего сюда подключается даже токенизация. Крупные инвестиционные компании, такие как BlackRock и Franklin Templeton, начали процесс токенизации гособлигаций США, выпустив их на блокчейне Ethereum, а также Stellar. Кстати, почему стоит инвестировать в эти монеты, я подробно рассказывал вот в этом видео, поэтому рекомендую посмотреть. Ведь токен Stellar уже вырос почти на 100% за неделю, поэтому посмотрите. Это позволяет использовать цифровые активы в качестве залога и привлекать дополнительные средства. В будущем, возможно, будет рассмотрена возможность использования биткоина в качестве резервного актива для обеспечения долговых обязательств. Сейчас биткоин как секретное оружие для мировых элит. Крупные финансовые корпорации, такие как BlackRock, MicroStrategia, а также частные инвесторы, накапливают биткоин с целью использования его как секретного оружия в случае глобального экономического кризиса. Считается, что эти компании и их управляющие, обладая большими запасами биткоина, планируют стать главными игроками в новой финансовой системе, которая может возникнуть после краха традиционных фиатных валют.
криптовалют. В случае глобальной финансовой нестабильности они смогут контролировать и диктовать правила игры, так как биткоин будет играть роль нового мирового резерва. Государства и корпорации готовят криптовалютный новый мировой порядок. Есть теория, что глобальные элиты через крупнейшие финансовые институты и корпорации накапливают биткоин с целью создания новой монетарной системы, где государственные валюты будут заменены цифровыми активами, такими как биткоин и другими криптовалютами. Это создаст глобальную финансовую систему, которая будет полностью под контролем небольших числом игроков. Также теория о тайном плане BlackRock и Трампа по биткоину включает в себя предложение о том, как эти финансовые гиганты могут совместно использовать криптовалюту для изменения мирового финансового ландшафта. Эти теории могут показаться фантастикой, но они основываются на реальных фактах и тенденциях в финансовом мире, а также на открытом интересе BlackRock и других крупных игроков. И частично это подтверждает то, как Трамп относится к доллару. Он специально его дампит и стимулирует приток капитала в рынок акций крипты. Ему не нужен сильный доллар, ему нужны зеленые рынки, а также ликвидность. Есть мнение, что Трамп и BlackRock могут использовать биткоин для того, чтобы поставить под угрозу существующую финансовую систему, основанную на центральных банках и фиатных валютах. Биткоин предоставляет уникальную возможность для обхода традиционных финансовых структур, таких как банки, которые сейчас управляют денежными потоками через системы кредитования и долгов. В случае глобального финансового кризиса биткоин может стать защитой от инфляции и девальвации валют, что дает новую независимость для государств и крупных финансовых компаний. В случае глобальной финансовой нестабильности биткоин может стать альтернативной валютой, которая обрушит текущую систему, основанную на долге и фиатных деньгах. Тем временем BlackRock и Трамп будут одними из главных игроков, контролирующих новые ресурсы. Несмотря на отсутствие реальных доказательств того, что Трамп и BlackRock на самом деле разработали какой-то тайный план по использованию биткоина, эти теории все равно привлекают внимание. В мире, где традиционные финансовые системы начинают сталкиваться с угрозами, такими как долговые кризисы и инфляция, криптовалюта, в том числе биткоин, становятся все более важными активами. В любом случае биткоин уже становится инструментом не только для экономики, но и политики, который может в корне изменить финансовую систему. Также ключевым фактором для роста биткоина является монетарная политика. И сейчас в преддверии снижения ставок ФРС это максимально актуально. На горизонте крупные изменения в денежно-кредитной политике США. И это может стать настоящим катализатором для роста рынка. Уолл-стрит все больше ставит на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки до конца этого года. Почему это важно для криптоинвесторов? Дело в том, что биткоин и другие монеты традиционно выигрывают от более мягкой денежно-кредитной политики. Но что на это говорит Трамп? Он стал еще более агрессивно выступать против Джерома Пауэлла и прямо требует снижения ставок. Трамп говорит, что если ставки снизят хотя бы на 3 процентных пункта, это сэкономит экономике США 1 триллион долларов в год. Кстати, Goldman Sachs теперь ожидает первое снижение ставок уже в сентябре, а трейдеры оценивают вероятность двух сокращений до конца этого года 40%. Ожидания потребителей по инфляции упали до 4,4%, что является самым низким уровнем с февраля. Это, друзья, открывает дорогу для ФРС смягчить свою политику. И вот тут появляется главный момент для криптовалют. Когда ставки снижаются, ликвидность на рынках возрастает, и инвесторы начинают искать более рискованные активы, в том числе биткоин и эфир. История нам говорит, что когда ФРС снижает ставки, крипторынок начинает сильно расти. Я неоднократно приводил вам пример с 2020 годом. Если цикл снижения ставок начнется в сентябре, мы можем увидеть аналогичную ситуацию. Инвесторы начнут переводить деньги из облигаций и наличных в биткоин, а также эфириум и другие альты с высоким потенциалом роста. Если к этому прибавить снижение инфляционных ожиданий и улучшение регулирования криптовалют за счет недавних одобрений криптозаконов, мы можем увидеть новый активный скачок. Биткоин торгуется недалеко от максимума, и глубинная скорость возможных сокращений ставок ФРС сыграет решающую роль. Если ФРС не успеет среагировать вовремя, следующее заседание ФРС пройдет 30 июля, и перед этим мы сделаем отдельный ролик. Но основные сигналы мы получим на встрече ФРС 17 сентября, и это будет очень важный момент для принятия решений о возможном снижении ставок. Также важно следить за данными по ИПЦ за июль, которые будут опубликованы в начале августа, конференции в Джексон-Холл уже в конце августа, где будет выступать Пауэлл, ну и конечно же не забываем об отчетах о занятости. Если рынок труда ослабеет, это усилит аргументы в пользу снижения ставок. За последнее время мы выпустили много роликов по поводу ставок ФРС, и я в них пошагово объяснял свою стратегию инвестирования на ближайшие полгода и объяснил, что дальнейший рост рынка будет зависеть только от ставок ФРС. Поэтому если вы не видели эти видео, советую посмотреть. Подводя итоги сегодняшнего ролика, я думаю, вы будете со мной согласны, что биткоин уже вышел за грани крипторынка. И если сравнивать его с тем, что было даже 5 лет назад, мы увидим колоссальную разницу. За счет многих преимуществ над другими активами, биткоин имеет потенциал уверенно занять отдельное место в мировой экономике и финансовой системе, которая строится на наших глазах. Уже подписываются новые криптозаконы, формируются резервы, и все следуют только одной цели – накопить как можно больше биткоина, за счет чего проигравшими останутся те, кто не будет иметь на своих кошельках биткоин хотя бы на $1000. Поэтому задумайтесь. Обязательно поделитесь видео со своими друзьями, особенно с теми, кто еще только начинает изучать крипту. И лично я советую мыслить более широко, в долгосрочной перспективе. Ведь только так вы сможете быть на шаг впереди других инвесторов и будете оставаться в плюсе. Не забывайте подписываться на наш Telegram, где есть много актуальных новостей. Ставьте видео лайк и пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Вам, как всегда, желаю удачи. До скорых встреч!